Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Кость Бондаренко на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый день. Друзья, всем большое спасибо, что оставляете свои вопросы. Сделать это можно, как всегда, традиционно. И, в общем-то, в клубе зрителей Шелест и в сообществе YouTube, также в чате трансляции. В самом финале перейдем к вашим вопросам. Вопросы есть, вопросы интересные. Ну и, конечно, события интересные бьют ключом. Будем все обсуждать. Начнем с голосования для вас. Сегодняшний эфир вот такой. Значит, и вопрос к нему следующий. Кто больший враг Трампу? Варианты ответов. Путин, Зеленский и Европа, Иран или он сам себе враг. Такой философский финальный вариант, но на самом деле погадать на короля попытаемся сейчас в нашем прямом эфире, потому что ходит же совершенно различное, скажем так, множество инсинуаций, различные такие кривотолки. А что? Трамп уже за Украину? Так если он за Украину, то кто тогда ему настоящий враг? Что скажете по этому поводу? И Financial Times, который пишет о том, что, ох, смотрите как, удалось перетащить Трампа на сторону Украины, ссылаются на разные источники, они тень на плетень наводят или действительно вскрывают нам новую реальность Дональда Федоровича? Они выдают желаемое за действительность. Трамп не за Украину, но Трамп и не за Россию. Трамп за Америку. Более того, Трамп за ту часть Америки, которая является его избирателями, его электоратом и так далее. Кто является точно врагом Трампа и кого Трамп считает своим врагом, это глобалисты. В 2017 году, когда он впервые пришел в Белый дом, он считал, что можно иметь дела с так называемыми хорошими глобалистами. Мол, есть плохие глобалисты, есть хорошие. Плохие глобалисты – это злодеи, которых уже только могила исправит. А вот хорошие глобалисты, их потенциал, знания, умения, капиталы можно использовать для того, чтобы совместно, как тогда говорил Трамп, осушить Вашингтонское болото. И вот тогда в его команде появились такие люди, как Болтон, Помпео и целый ряд других, которые не были его единомышленниками, но которые были фактически представителями именно вот этой группы глобалистов. И появление этих людей фактически означало, что у Трампа появились троянские лошади в его команде. Вот в результате в 2020 году он потерял президентский пост. У него победу украли. И когда он разобрался с тем, почему ему не удалось победить в 2020 году, он понял, что глобалистов хороших или плохих не бывает. Глобалисты – это зло, с глобалистами необходимо бороться. Но так уж случилось, что глобалисты засели не только в демократической партии, не только частично в республиканской партии. Глобалисты очень крепко взяли в свои объятия европейских лидеров. Более того, такие крупные транснациональные корпорации, как Дом Ротшильдов, как BlackRock и прочие, они фактически диктуют волю целому ряду государств, европейских государств, их правительствам, и подменяют с собой решения правительства. Так что Трамп понимает, что с одной стороны есть союзнические обязательства перед Европой, с другой стороны есть понимание враждебности Европы по отношению к Соединенным Штатам. И сегодня можно говорить только о том, что Трамп, как бизнесмен, который на протяжении длительного времени, более 50 лет, вел бизнес-переговоры, выстраивал бизнес-стратегии и прочее, он делает красивые улыбки, красивые жесты, хлопает по плечу европейцев, говорит правильные вещи, делает правильные мины и так далее, но при этом что реально на уме у Трампа, что он задумал и как он будет действовать, этого не знает никто, кроме самого Трампа. Еще один момент, на который я обратил бы внимание. У Трампа осенью выборы в стране.
Трамп, конечно же, не принимает участие. Вот. Промежуточные выборы в Конгресс, которых так с нетерпением ждут в Европе. И Трамп знает, что в Европе ждут того момента, когда Трамп ослабнет, когда к власти придут демократы, которые сформируют большинство в Конгрессе, которые свяжут по рукам и ногам Трампа, которые не дадут возможности ему действовать, и Соединенные Штаты таким образом вернутся к такому благословенному периоду евроатлантического единства. Вот. Но вопрос, а собирается ли Трамп признавать свое поражение? Более того, собирается ли Трамп дарить очередной раз своим врагам победу? Я не знаю, что будет предпринимать Трамп. Опять же, повторюсь, я не знаю, что. Но это будет некий неординарный ход. И этот ход не предвидит никаких красивых жестов в сторону Украины, ни усугубления отношений с Россией, ни других каких-то действий. Это дело, касающееся Трампа, касающееся американских политиков, касающееся европейцев, которые уже потирают руки и празднуют победу. Ну, видимо, заблаговременно немножко, тем более, Конечно, что... именно заблаговременно. Но я более чем уверен, что Трамп точно не отдаст победу, которую он получил в 2024 году. Очень интересно смотрится на фоне всего вышесказанного позиция российской стороны. Значит, прозвучала на высоком уровне как бы месседж и идея о том, что никто не против переговоров с Украиной, их можно возобновлять вот там, где они закончились, а именно в формате Стамбул-2, но кажется, что это уже где-то так далеко, ну вот эти все мединские меморандумы. Нет, смотрите, официальная формула, которая была озвучена вчера, что отправная точка, база – это Стамбул-2 с учетом Анкориджа и учетом ситуации реалий на земле. Распакуйте. Да, распаковываю. Значит, когда проходили переговоры в Стамбуле, не было присоединения территорий, которые сегодня Россия включила в состав своей конституции. Этого не было. Не был взят еще тогда Мариуполь, не были взяты другие города и так далее, и так далее, и так далее. Тогда речь могла идти, тогда еще в Стамбуле речь шла о формате сосуществования Украины и России, о тех изменениях, которые должны произойти внутри Украины. Украина должна была взять на себя определенные обязательства относительно нейтралитета, точнее, неприсоединения к НАТО, должна была взять на себя обязательства относительно внутренних определенных моментов, связанных с политическим устройством страны и так далее. Но потом переговоры зашли в тупик. Далее, соответственно, стороны наломали дров. И дальше, соответственно, появляется Анкоридж. То есть то, о чем говорили в Стамбуле в плане гуманитарных предложений, политических предложений и так далее, остается для России, само собой, неизменным. Россия и дальше настаивает на том, что необходимо дать права русскоязычному населению, дать права Украинской православной церкви, провести то, что она считает денацификацией и прочие моменты. Опять же, не вступление Украины в НАТО, как одно из условий, никакого размещения иностранных баз на территории Украины и прочее. То есть это все забирает Россия, предлагает забрать из стамбульских договоренностей. Но что касается именно территории, это вступает в действие уже анкориджский сценарий. Анкоридж предвидел, что демаркационная линия, как в будущем в идеале государственная граница, проводится по административной границе Луганской и Донецкой областей, Донецко-Луганской области, а дальше по линии соприкосновения, по линии боевых действий в Херсонской и в Запорожской областях. Это то, что предлагалось. Но за это время, за год, прошли еще дополнительные изменения. И, соответственно, Россия
заняла определенные позиции в Харьковской, в Сумской, в Днепропетровской областях. И теперь она это называет еще реалиями на земле. Ну, то есть То есть, уходить не будет. да, уходить не будут. Так вот они вот заявляют. То есть, что захватили, то захватили. Плюс отдайте нам кусок Донецкой области. Так можно расшифровать. Мгм. Очень интересно на фоне вот этих, скажем, разговоров о Стамбуле-2, о том, что звучит от Путина, что звучит от Лаврова, абсолютное неприятие перемирия на время переговоров. Мол, как... Этот вопрос постоянно звучал. То есть Россия постоянно говорит о том, что мы не идем на перемирие, поскольку перемирие может быть использовано для переброски оружия, переброски живой силы, новой мобилизации, укрепления позиций Украины. Условно говоря, 3 месяца мы сидим, ни к чему не приходим. Вот, прекращаются переговоры, заходят в тупик, мы возвращаемся к боевым действиям, Украина в 2 раза сильнее. Вот. Именно это та позиция, которую озвучивает Россия, что мы уже 1 раз продемонстрировали добрую волю, как говорят в России, отвели свои войска от Киева и от Харькова на время переговоров, вот, а Украина этим воспользовалась. Поэтому вот мы больше не верим, прекращать боевые действия не будем. Так говорят в России. Но говорят еще много чего. Вот, например, выступает Медведев и говорит, что полномочия Зеленского давно истекли, и этот факт лишает каких-либо иммунитетов, говорит зампред Совбеза РФ. Он заявляет, что Киев говорит о переговорах, однако нужно вести диалог только с легитимными властями. Нет смысла общаться с вассалом, а если что и обсуждать, то обсуждать нужно, говорить, с сюзереном, с хозяином. Кресло президента узурпировал деятель, полномочия которого давно истекли, это лишает его иммунитетов с точки зрения международного права. Конец цитаты. К словам Медведева относятся вы знаете, как относятся. Там да. это ястреб, это вот там победил Финляндию и вещает. Но на фоне того, что происходит сейчас, и вот такой позиции Кремля, чего ждать в этом вопросе? Если, Бастрыкин, например, который там Мадьяра и еще ряд... я так понимаю, дроноводов, да, которые запускали дрон по белорусскому автобусу. Беларусь отдельно обсудим сейчас. Он выходит и говорит, слушайте, Зеленский террорист, но других нет, не с кем, вот с кем есть, с тем и приходится говорить. Они его в Москву зовут, а зовут в Москву и иммунитета лишают, по словам Медведева, одновременно. Это как? На самом деле Россия неоднократно демонстрировала то, что называть кого-то террористом или же навешивать другие ярлыки, это не значит, что это закрывать дверь перед этим человеком. Пример Талибан. Талибан был объявлен террористической организацией в России. Но при этом, когда надо было встретиться с лидерами Талибана, делегация Талибана приехала в Москву, провели переговоры, уехали, никто их не трогал. Вот. Это было не так давно. Да не только это России касается, это касается всего мира. Вот. Извините, Соединенные Штаты считали Аш-Шара террористом. Вот и европейские государства считали террористом. Когда возник вакуум власти в Сирии, очень скоро с этим террористом, даже не снимая с него обвинения в терроризме, очень скоро он стал рукопожатым на Западе. Так что это все очень и очень условные моменты. Что касается заявления Медведева, я его не до конца понял. Что он хочет, с кем он хочет вести, со Стефанчуком переговоры. Стефанчук, согласно Конституции Украины, он вполне легитимен. Конституция Украины не предвидит продления президентских полномочий для президента на время военного положения, но продлевает автоматически продлевает полномочия Верховной Рады на время военного положения. Этот момент ставит Стефанчука фактически в разряд легитимного политика, с которым можно вести переговоры, тем более, что Конституция наделяет Верховную Раду правом вести международные переговоры, формировать международную политику.
Вот. Так что, я не знаю, или он говорит про сюзерена, так это что? Он, поскольку реальным сюзереном Украины и Зеленского является Великобритания, он хочет с Энди Берном говорить. Ну, тут тоже очень интересно. Стармер-то как-то, ну, Не, я понимаю, все Стармера уже воспринимают как хромую утку, и, соответственно, Стармер отчалил, да. да. Поэтому его уже никто не воспринимает. А Бернем, когда станет вот премьером полноценным, полноправным, так что Медведев хочет поговорить с ним. Я не знаю, как расшифровать его слова. Кстати, тоже очень интересный этот момент. Хорошо, если, например, стоит вопрос о там, сюзерене, о хозяине, мол, Зеленский марионетка, нужно говорить с хозяином. Так вот, Европа не может определиться с переговорщиком. Вот тут, скажем так, высказал идею про Шрёдера Путин. А сам Шрёдер, это подписчики нашли, поделились, и говорят, слушайте, так а он, оказывается, Стамбул первый организовывал и говорит, что это я. Это абсолютно новая информация. Нет, это не новая информация. Более того, жена Шрёдера была переводчиком и протоколистом этой встречи. Жена Шрёдера, она кореянка по национальности, вот, она владеет русским языком и так далее. Она была человеком, который был непосредственно вел протокол переговоров. И хорошо, что нам дает эта информация. Нет, это ничего не дает. Это дает только понимание лицемерия по отношению к Шрёдеру. То есть в 22 году Шрёдер нас устраивал как переговорщик, в 26 году Шрёдер нас не устраивает. В 22 году Шрёдер был менее пропутинским, чем в 26 году. Ну, тоже как-то такая вот именно такое лицемерие. Вот. Шрёдер при этом абсолютно рукопожатый, абсолютно уважаемый политик Германии. Так что никто его не исключал из социал-демократической партии, если мне не изменяет память. Угу. Я просто почему поднимаю этот вопрос, так как кто может быть переговорщиком тем, с кем Россия реально может договориться? Смотрите, там уже началась реальная борьба за то, кто будет переговорщиком в этом процессе. И, соответственно, тут уже называют, что большая тройка. Великобритания, Франция, Германия должны сформировать одного переговорщика. Брюссельское руководство говорит, да нет, у нас есть официальный лидер европейской дипломатии Кая Каллас, пусть она решает, кто поедет. Пока суть до дела, в Европе начался бунт. Малые страны, средние страны начали говорить о том, что есть Кошту, вот, который может тоже, который уже начал даже какой-то переговорный процесс. Потом, соответственно, только 5 стран поддержали позицию. Это Эстония, если не изменяет память, Германия, Франция, Дания и Нидерланды. Нидерланды, да. Вот, поддержали позицию, согласно которой только Германия, Франция и Великобритания могут вести переговоры, остальные не поддержали. То есть это уже стало яблоком раздора внутри Евросоюза, этот вопрос. Как они будут решать, это непонятно, потому что пока что это такая позиция лебедя, рака и щуки. Ну, пока, в принципе, никак и не решается, вы видите? Нет, не решается. Абсолютным образом. Вот Туск выходит и говорит, что расскажет лидерам Франции, Италии, Великобритании и Германии о том споре, который возник после решения Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование в честь героев УПА. Сказал, что 24 июня встретится в этой Евро-пятерке, то есть Е5, да. Великолепная пятерка, но без вратаря. Зеленский не едет в Гданьск на мероприятие по восстановлению Украины. В общем, значит, по его словам, на встрече будет идти речь о предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле в Анкаре. В то же время Туск планирует проинформировать коллег о вот этом разладе с Украиной. Значит, я проинформирую о ситуации на фронте, говорит Туск, а также о споре, возникшем после решения Зеленского отдать Орла, и это вся склока и так далее. Я так понимаю, что последствия вот этого флешмоба с возвращенным орденом нас еще ожидают только впереди?
Конечно, конечно. Потому что поляки – это точно не те, кто проглотит подобного рода оскорбления. Вот. Польский гонор, он все-таки даст о себе знать. Тем более, что если кто-то из нынешних политиков рискнет в Польше, рискнет попытаться там загладить ситуацию, он может вызвать шквал недовольства со стороны избирателей, может нарушить определенные балансы, которые сегодня существуют. В следующем году в Польше выборы парламентские. Поэтому там очень серьезно тоже думают о том, как бы не подпортить репутацию, не подпортить историю свою перед следующей избирательной кампанией. А социологи говорят, 43% поляков отрицательно относятся к Украине, к украинцам. Ну, украинцы тоже, как бы, Не, украинцы тоже это очень молодцы. традиционно и очень взаимно. Знаете, вот эта украинофобия, полонофобия, ее удавалось каким-то образом сбить в 90-е нулевые годы, когда у поляков и украинцев было общее дело, когда они совместно зарабатывали деньги, когда Украина и Польша представляли собой единый транспортный коридор, который связывал Европу и Азию, или Евразию, Европу и Россию. И украинцы и поляки совместно зарабатывали деньги на движении всех благ цивилизации, которые двигались по нашим дорогам. Вот, нефть, газ, там, я не знаю, там, наркотики, оружие, все что угодно, что могло, только автомобили, там, которые покупали, дорогие европейские автомобили, которые шли в Россию, и так далее, и так далее. То есть все это двигалось через территорию Украины и Польши, в меньшей степени через территорию Беларуси и Польши, и создавало определенный коридор. Вот. Было общее дело. После 2014-2015 года это дело прикрылось. После этого снова начали вспоминать. А вот вы нас, помните, убивали, вот резали нас на Волыне. Так вы же первыми начали, вы нас бросали там в Березу-Картузскую и прочие лагеря, пацификацию вспомните и прочее. И началось. Ну, оно продолжается. Вот, например, в Киевсовете сегодня появилась петиция о том, чтобы переименовать будущую станцию метро на Виноградаре в Киеве. Ее еще нет, она не запущена, но она будущая. Она вообще должна была называться Варшавская и должна так называться. Но переименовать в проспект Европейского Союза, ну, как потушно. Автор петиции отмечает, что такое переименование символично. Это такой мирный протест против решения президента Польши лишить Зеленского Белого Орла. Проспект Европейского Союза подчеркнет неизменный курс Украины и единство с государствами ЕС, а также подчеркивается, что не направлено против польского народа, а призвано подчеркнуть необходимость взаимного уважения. Слушайте, ну о каком европейском пути сейчас может вообще идти речь на фоне там таких разладов, таких отношений с ближайшими соседями, ну и, конечно, таких успехов на войне. Потому что, ну, одно дело, можно всем впарить, что middle страйки, горящие российские НПЗ, проблемы с топливом и там Путин, который дает распоряжение стянуть ПВО, в общем, отработать вот эти угрозы, это большая победа. Ну, то есть middle страйки могут как бы вот это сделать, но Европейский Союз через middle страйки? Ну, смотрите, дело в том, что я уже неоднократно это говорил, что наша евроинтеграция давно превратилась в религию. Религию, которая не требует ни каких-то доказательств, ни какого-то обоснования, ни каких-то видимых, там, не знаю, логических очертаний. Вот. Нужна только тупая вера. Абсолютная вера в то, что мы когда-то будем в Европе. И когда мы придем в Европу, мы наконец-то обретем сытую, спокойную, счастливую жизнь, гарантированную пенсию, старость, значит, будем путешествовать по всему миру на яхтах, вот на старости будем работать без коррупции, без взяток, без всего прочего. Вот, то есть вот такое прекрасное будущее, которое нас ожидает, считают украинцы. Нас возьмут в Европу, там нас накормят, там нам дадут всем там, столько денег, сколько мы сможем вообще только довести, вынести там, и вообще будет прекрасная жизнь.
прекрасная жизнь. Это на уровне веры, на уровне религии уже фактически это восприятие. Поэтому и здесь не надо искать какой-то логический смысл. Вот. Это тоже один из элементов этого культа, который навязывается с 90-х годов. Ну и, конечно, тут надо как бы приукрашивать. Пиши больше. Как вот Зеленский сегодня сообщил, что 60 тысяч тонн уничтожил боеприпасов возле Петербурга. Представляете? Балтийский флот, так сказать, истощен, потому что вот такие удары. Где 60 тысяч тонн? А если бы это все взорвалось, то это не прошло бы незамеченным. Это когда вот это вот... Если бы было уничтожено 60 тысяч тонн одномоментно, это был бы, скажем так, такой взрыв, который мало чем бы, так даже картинка, мало чем бы отличалась от той, которую нам показывали там, кадры из Хиросимы и Нагасаки, да? Вот, или из каких-то испытаний. Если же не одномоментно, то детонация длилась бы, наверное, несколько дней. И об этом мы тоже писали. Но для Красного Словца, вы знаете, в этой войне, не только в этой войне цифры не играют никакой роли. Вот, никто не считает количество погибших. Вот любую цифру называете, и она завтра же будет считаться канонической. Генштаб не утруждает себя, говорит, сегодня мы 1350 убили русских солдат. Вот. Завтра скажут 1370 завтра, там скажут, и так далее. Вот. Причем военные, с которыми я общался, они говорят, даже близко, но нынешняя война, это же не какие-то компьютерные стрелялки. Вот. И, соответственно, и экипировка у людей совсем другая и так далее. Ну, и плюс ко всему сейчас не то, что ценность жизни, а, скажем так, оснащение солдата, бойца, оно намного выше, чем во времена Второй мировой войны. И сегодня нам демонстрируют цифры, которые сопоставимы где-то с теми цифрами, которые были во время Великой Отечественной, например, в отдельные дни. Ну, знаете, это просто берутся цифры из потолка, которые ничем не подкрепляются. Точно так же, как про 60 тысяч снарядов. Тоже главное сказать. Доказательств не требуется. Главное заявить цифры. А потом сказать, что Украина за время войны потеряла только 30 тысяч человек. Да. А Россия уже больше миллиона потеряла. Как вы думаете, мы с вами, кстати, говорили об этом неоднократно, и это такая очень и очень важная тема, которая, как бы, вот ее публично особенно никто не поднимал, но Лавров сегодня поднял. Значит, Северный поток-1, Северный поток-2 изучается и, так сказать, инициируется выкуп контрольных пакетов акций для того, чтобы запустить эти северные потоки, продавать европейцам российский газ от имени американской компании. Эта тема поднималась еще с конца 2024 года, когда Трамп пришел в Белый дом, начали тогда поднимать этот вопрос. Первым его поднимал Илон Маск. И сейчас это особенно остро выглядит, точку отсечения. Это зиму. Вот это зима. Иначе, если не эта зима, ну тогда понятно, что Украине крышка, ну и у Европы будут большие проблемы. А тут смотрите как. Вообще говорят, что там, в принципе, очень быстро можно запустить газопровод «Северный поток», а если он американским станет, так хоть завтра. Нет, на самом деле понятно, что это не дело одного дня, но на самом деле там месяц-полтора для запуска Северного потока, так говорят специалисты, вполне достаточно, если будет добрая воля европейских государств, которые как раз контролируют эти воды, территориальные воды, плюс сам газопровод. Это первый момент. Второй момент. Американцы, да, действительно предлагали русским, что давайте мы выкупим у европейцев долю и будем потом продавать. Вот вдвоем будем продавать им газ. По цене, о которой будут договариваться Москва и Вашингтон. Цене. Европейцы пока что почему не обнародуют данные относительно заполненности газохранилищ?
Они ждут, какими будут тенденции на энергетическом рынке. Они ждут, что будет с Армузским проливом. Вот, потому что цена газа, цена нефти, они привязаны друг к другу очень сильно. Это один момент. И в этом плане они ожидают, что, возможно, сработают сейчас договоренности между Ираном и Соединенными Штатами, и тогда Соединенные Штаты разблокируют, Иран и Соединенные Штаты разблокируют Армузский пролив, начнет идти нефть. Если пойдет нефть, то, соответственно, автоматически падут цены и на нефть, и на газ, привязки, которые привязаны друг к другу, и так далее. Вот. То есть это все ожидается. А если нет? А если завтра Соединенные Штаты просто выйдут из игры, объявив о том, что все, война закончена, а на следующий день Израиль, например, начнет бомбардировку Южного Ливана или же вступит в какие-то боевые действия, новые боевые действия с Хезболла, что сразу же делает ничтожным этот договор с точки зрения Ирана. А Европа к тому времени может быть втянута в этот конфликт самостоятельно. Знаете, мне это напоминает ситуацию, когда сначала во Вьетнаме с вьетнамцами воевали французы. Вот. Была война между Францией и Вьетнамом. Вьетнам добивался освобождения из-под Франции. Потом ушли французы, пришли американцы. И основная ноша как раз в этой войне, она упала на американцев. Сейчас может быть абсолютно иная ситуация. С Ираном воевали американцы, сейчас втянут европейцев, скажут, вот, идите, посылайте свои суда, чтобы разблокировать, разминировать Армузский пролив и так далее. И в этот момент может начаться вторая серия событий. Так что Соединенные Штаты могут просто отплатить европейцам той же ценой, которую те заплатили в 60-е годы. И не помогать. Ну, то есть, как Европа не помогла Трампу, и он на них обиделся. А дело в том, что Сенат принял решение сегодня не посылать войска в Иран, не разрешать Трампу отправлять американские войска в Иран. Ну, интересное, кстати, решение. Как вы думаете, это контролируемо Трампом или это внутри уже шатается? Сенат фактически возглавляется вице-президентом Соединенных Штатов. Большинство в Сенате сегодня с перевесом 1 или 2 голоса за республиканцев. Поэтому я думаю, что все срежиссировано. Угу. Беларусь. Сегодня очень интересно выглядит, ну, вообще эта ситуация. Да? Лукашенко едет в командировку, видимо, встреча с Путиным анонсирована, что сейчас будут они советоваться на фоне этого ультиматума и угроз. Значит, одни говорят, что война с Белоруссией неизбежна, другие говорят, что погодите, ну, то есть это все пиар, это все, ну, к реальности имеет мало отношения. Но тут появилось некое белорусское издание «Флагшток». И, собственно, что это издание пишет? Что не фиксируют шахеды у границы с Белоруссией. По данным издания, вот эти ретрансляторы, которые как бы могли помогать российским дронам во время атак, не работают больше. Это вот требование к Лукашенко, получается, выполнено. Срок этих требований истекает в пятницу, то есть послезавтра. И в конце весны, начале лета такие полеты были массовыми, а сейчас, представляете, как бабка пошептала. Но параллельно с этим, совпало так или нет, есть Совет обороны Черниговской области, и там эвакуация из приграничных населенных пунктов и сел. Говорят, военные запросили эвакуацию, чтобы не было гражданских, потому что чего-то ждут. А господин Латушка, есть такой бравый оппозиционер, который борется с лукашизмом. Нет, у него удары не такие сильные, как у Тихановского, которого выпустили примерно год назад, но тем не менее он вообще приезжает в Киев, дает отчет Сибиге, выступает на украинских телеканалах, говорит, что вот Лукашенко прям как никогда готов воевать. Как вы видите эту ситуацию? Что будет по истечению ультиматума? Или
опять-таки, тут тоже такая интересная штука. Давай, глуши ретрансляторы, которых никто не видел, никто не понимает. Можно же сказать, что заглушил, ну и как бы подставить батьку. И вроде как ультиматум, условия выполнены. И вот получается пошумели, да и разошлись. Но тогда к чему вот эти латушки здесь по Киеву околачиваются? Латушка человек специфический, даже в самом белорусской оппозиции его считают таковым специфическим. И говорят, один из белорусских оппозиционеров мне когда-то говорил о том, что Латушка – это человек, который просто, это сплошной комплекс, скажем так, это вот большое количество комплексов, которые он вымещает через информпространство. Вот. Он считает, что он недооценен и так далее, и что он должен быть центральной фигурой. Есть такие моменты. Что касается Латушка, он уже неоднократно делал определенные заявления, которые потом не сбывались. Я слежу немного за ситуацией белорусской оппозиции и за тем, что там происходит, за их заявлениями. Поэтому я бы не стал всерьез рассматривать то, о чем говорит Латушка. Да, конечно, украинские информагентства, они на ура воспринимают любое его заявление, если оно полностью согласуется с мейнстримной линией, которая существует в Украине. Но я бы не стал всерьез рассматривать его заявление о том, что Лукашенко готов к войне, как никогда. Лукашенко где-то на днях встречается, если уже не встретился, с Путиным. Вот дальше у него предстоит большое количество поездок. Вот, и я не думаю, что этот график, который он себе наметил, что он свидетельствует о том, что он собирается воевать. Более того, Лукашенко неоднократно на протяжении длительного времени, на протяжении всей войны говорил о том, что Беларусь воевать не будет. И это он повторяет постоянно с одинаковой уверенностью. То, что белорусская техника, белорусские войска стоят на границе с Украиной, так начиная с января этого года, Зеленский делает целый ряд недружественных заявлений и достаточно агрессивных заявлений в адрес Беларуси. Вот, поэтому, понятное дело, любой вот, при таком соседе держал бы войска на границе. То есть вы, ну, во-первых, тут давайте сейчас про войну с Беларусью поговорим, это прям очень интересно, как она может выглядеть, но тут же тоже такой момент в качестве ремарки. Константин Петрович, помните, у нас была мода на хороших русских? Ну и да. Так прям кормили с руки хороших русских, вот этих иммигрантов из России. А сейчас, получается, на хороших белорусских такая мода? Нет, дело в том, что хорошие белорусы тоже были у нас. У нас часть белорусской оппозиции находилась на территории Украины, у них были здесь свои структуры. У них здесь был создан полк имени Костуся Калиновского. У них здесь были созданы более мелкие военизированные отряды. Вот на западе Украины была группа, которая постоянно отслеживала перемещения, которые касались движения техники, живой силы и так далее на территории Беларуси. Вплоть до марта или февраля 2025 года они действовали. Эта группа называлась «Белорусский Гаюн». Я постоянно с интересом читал их телеграм-канал. В любом случае, там, когда у нас поднимали панику, что все, Беларусь наступает, смотрю «Белорусский Гаюн», они говорят, да нет никакого передвижения. Вот, на станцию Гомель прибыло там 3 эшелона, вот, там, и так далее, вот, и не больше. То есть никакого серьезного передвижения техники, живой силы нету. То есть можно было по этим действиям, по этим данным понимать, стоит паниковать или стоит действительно чего-то опасаться. Вот. Что касается белорусов, их пытались каким-то образом примирить на протяжении длительного времени украинских белорусов, которые были на территории Украины. И вот этот эмиграционный центр, эмигрантский центр из этого объединения, ну, а в этом году уже, кажется, Зеленскому удалось добиться, вот когда Тихановская приезжала в Киев, уже вроде бы удалось добиться какого-то единения. Да, в Украине есть большое количество именно белорусов, которые готовы не только воевать в рядах вооруженных сил Украины, но и готовы там, наступать на Беларусь, свергать Лукашенко и прочее, и прочее. Ну, откровенно говоря,
есть же толика рацио в словах тех, которые говорят, что использование снова плацдарма белорусского в войне против Украины для России выгодно, объективно выгодно. Там подлетное время, вообще всего ничего, ну и, соответственно, совершенно можно войну развернуть по-другому, перебив логистику, снабжение с того же Запада. У России есть Как вы несколько... думаете, пойдет Да. ли по этому пути? У России есть несколько военных баз на территории Беларуси. Это первое. Второе. Россия разместила свое ядерное оружие на территории Беларуси. Россия связана с Беларусью договоренностями в рамках ОДКБ, а также в рамках союзного государства. То есть Россия может задействовать этот рычаг теоретически. Но Лукашенко категорически против. Лукашенко на протяжении всей войны он играл по-честному. Давайте будем говорить откровенно, он был честен со своими соседями, в первую очередь с Украиной. И он не пошел на эти предложения, которые звучали. На Лукашенко оказывалось очень серьезное давление. Давайте не будем забывать, что большое количество представителей белорусской элиты тесно связаны с Россией, с российскими структурами. Вот. Витебский клан, так называемый, который пугали Лукашенко, что вот-вот сейчас вместо Лукашенко придут представители Витебского клана, которые полностью под Россией, и демонстративно там вручали некоторым людям ордена в России там, и так далее. Далее пытались на него давить через калийные удобрения. Перекроем, мол, экспорт калийных удобрений, главный ресурс, который использует Беларусь. Пытались давить через предыдущее правительство, которое было тесно связано с Чемезом, Ростехом и так далее. Вот, то есть выстоял, ездил в Москву, спорил, доказывал, встречался с Путиным, иногда по 3 раза в месяц встречался. Выставил. Я не думаю, что сейчас он занял другую позицию. Но Украина тщательно старается его подталкивать именно к этому военному Зачем? Украина. А вот это как раз вопрос. Потому что у меня напрашиваются следующие 2 версии, которые не противоречат друг другу. Первая версия – это война нужна Европе. Это заказ из европейских государств. Начинайте расшатывать Беларусь, начинаете кошмарить Беларусь, запускайте туда шахеды, эти не шахеды, там собственные беспилотники, бейте по Беларуси, давайте выматывайте Беларусь, запускайте диверсионные отряды на территорию и прочее, чтобы показать, что Россия в данной ситуации вряд ли придет на помощь. А если придет, то России придется либо проводить мобилизацию, для того, чтобы бросать войска, а это перед выборами в Государственную Думу очень и очень непопулярный шаг будет. Либо же снимать войска с фронта и отправлять часть войск в Беларусь. Вот. Ну, правда, есть еще один ресурс, к которому можно прибегнуть, это корейцы. Но о них как раз сейчас и не думают особо. Вот. В любом случае, то, что сегодня происходит на украинско-белорусском направлении, это еще одна авантюра Зеленского. Если мы посмотрим на ситуацию вот немножко с другого ракурса. Сейчас вовсю, конечно, обсуждаются удары по Крыму. Там горят НПЗ, электростанции, в общем-то, перебиты мосты, артерии. Сложно сказать, да, и оценить ущерб объективно, но он есть. Ну, то есть, почему сложно? Потому что, ну, то есть, опять-таки, это вот вынесли, например, мост или какой-нибудь объект, это все ему как бы тапки, или нет, подождите, сейчас пройдет какое-то время и, собственно, надо опять выносить. В общем, такая достаточно, очень все сумбурно идет. Ну, конечно, все гордятся и хвастаются, только тоже странно как-то. Вроде уже все узнали, допустим, про московский этот завод, да, НПЗ в Капотне.
все уже все поняли, что он там не какой-то не гигант, он, собственно, гигантом был тогда, когда Москва не сразу и строилась в те времена. Когда вместо Москвы лягушки квакали, да? Ну, понимаете, то есть Как тогда был, говорит один политик. тогда был гигантом, понимаете? Но тем не менее, все сегодня написали, что до 27 года, ну, тогда 27 года тут осталось несколько месяцев, это раз. Ну, даже не в этом суть, что это вот там 2/3 чуть ли бензина в Москве от этого завода, все везде, ну, вот примерно так же и с ущербом по Крыму, понимаете? То есть выглядит все аховски, горит неимоверно, вот там свет отключали, ничего себе, это блэкауты все пришли, но оценить реальный ущерб не дадут, потому что это все-таки, ну, военная тайна, стратегический ущерб, но тем не менее. И вот эти middle страйки, как преподносятся как нечто такое прорывное и новое. Ну а на фронте почему тогда не остановилась российская армия и продолжает продвигаться, и Украина теряет территории? Просто они, видно, они не смотрят единый марафон, единые новины. Так что, если бы смотрели, они бы поняли, что они все, они проиграли. Москвы нет, бензина нет, ничего нет, нечем наступать. А так просто наступают, берут Константиновку, просто не смотрят единые новины. Вот. Что касается вот этих заявлений, да, вот было совещание у Путина, был вице-премьер российского правительства Новак, кстати, уроженец Украины. Тоже Тогда еще был Украина. СССР. Да, уроженец Горловки, теперь уже спорная территория, будем так говорить. Что касается его, он сказал четко, разложил всю ситуацию, сказал, ситуация сложная, но не катастрофическая. В 8 регионах наблюдается осложнение. Вот, мы сейчас прекратим экспорт, на время прекратим экспорт определенных нефтепродуктов, определенных категорий нефтепродуктов, сократим экспорт нефтепродуктов в целом и, соответственно, выровняем ситуацию. Тем более, что точно такая же ситуация была, например, в 2023 году. Тоже тогда украинские СМИ писали вовсю, что все, в России закончились нефтепродукты, бензина нет, солярки нет, дистоплива нет и прочее. Россия пыталась оправдываться, говорит, да у нас сейчас вообще-то уборка сельскохозяйственная, туда направлены все основные объемы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Им никто не верил. Потом как-то к осени все само собой устаканилось. Вот. Сейчас повторяется эта же ситуация, тоже лето. Я не знаю, какова реальная ситуация. Я пишу своим знакомым в разные регионы, они говорят, да нет, какой-то катастрофы нету. Вот. Ну, понятное дело, в Москве вообще-то вот люди вообще не ощутили те, ну, мои знакомые как раз, это субъективный взгляд. Вот. И говорят, ну, на самом деле, вот, заправил бак без каких-либо проблем, без каких-либо очередей, говорит один мой знакомый. Вот, может, повезло, не знаю. Я там не живу, я там не бываю, я не знаю объективной ситуации, я не буду говорить. Я не хочу ни подыгрывать, скажем, ни одной стороне, ни другой в этой ситуации. Я не хочу распространять панические там, разные пропагандистские какие-то слухи, вот, которых очень много в информационном пространстве. И не хочу тоже выступать таким себе Леонидом Утесовым, который поет «Все хорошо, прекрасная маркиза». Ну, понятно, что хорошего мало в любом случае, но давайте тоже, если рассмотреть эту историю с, ну вот опять из неочевидных выводов сделать несколько. Ну так мы видели, что когда, помните, в 22 году преимущество военное было, ну, за счет там хаймарсов, за счет там новой тактики боя, за ВСУ, да, тогда насколько там Харьковская область была, там очень много освободили вооруженные силы Украины, населенных пунктов, вот уходить пришлось, ну, там, тяжелое решение из Херсона, ну вот это все мы помним. Это все привело к тому, что россияне скорректировали все свои планы, перестроили манеру боя, характер ведения боя, и вот после вот
такого рывка освобождения ВСУ, по большому счету, нечем похвастаться. И соперник как бы тебя не просто там изматывает и бьет, он тебя еще и, получается, тренирует. На фоне предстоящей зимы в Украине мы, украинцы, кажемся более натренированными, и сейчас тренируем, получается, россиян? Ну, смотрите, дело в том, что есть телевизионные картинки, ради которых работают очень часто, в том числе и операторы дронов. Вот. Есть объективная реальность. Ни один нефтеперерабатывающий завод в России не уничтожен полностью. То есть, более того, ни одному нефтеперерабатывающему заводу не нанесен урон такой степени, чтобы он остановился полностью. Нет, ну Да, в капот не остановился. нет, подождите. Я имею в виду, что полностью его закрыли, сказали, что все, больше, значит, этот завод не работает. Я имею в виду, что прилет вот, на некоторое время закрывается, и мы видим потом, что через месяц снова возобновляется работа этого, или там даже раньше, возобновляется работа этого завода. Но все уже написали о том, что завод уничтожен, поразили завод там, значит, ушел вслед за московским кораблем, русским кораблем, да, так, значит, и так далее, вслед за крейсером Москва ушел, там очередной завод, как там пишут у нас в информационных новостях. Даже людей не отправляют в отпуск во многих местах. Я просто интересовался, говорят, даже не отправляли людей, ликвидировали сгорание, восстановили работоспособность очень быстро, и, соответственно, снова начинается продуцирование этого завода. Более того, по некоторым заводам прилетало по 2-3 раза. Вот его уничтожили, потом проходит время, через несколько месяцев снова прилет на этот завод, потом снова, и каждый раз мы говорим: ух ты, вот это да. Как новость. Ну хорошо, а что будет зимой в Украине? А вот что касается зимой в Украине, это же все зависит не столько от Украины. Это будет касаться от того, как Украина наладит отношения со своими ближайшими соседями, которые обещают Украине, в том числе вот сейчас во время Большой Семерки, саммита Большой Семерки, обещали Украине обеспечить энергобезопасность. То есть мы дадим электроэнергию, мы дадим вообще энергию, поделимся теплом, не дадим Украине замерзнуть. Каким образом они это пытаются сделать? Да, я знаю, что на территории Румынии строится электростанция. Там, если не ошибаюсь, ДТЭК строит электростанцию, которая будет работать исключительно на потребности Украины. Да, я понимаю, что будут там определенные... Слушай, может всем давайте, всей Украины все переедут в Румынию? Я вообще-то не против, честно говоря. Я думаю, что румыны будут против. Нет, ну смотрите, заводы оборонки в Европе, какие-то предприятия в Европе, электростанции уже в Европе давайте строить, чтобы свет давать. Знаете, пол Румынии уехали в Италию, в Испанию и во Францию, да, так вот территория, места, квартиры, все есть, так что можно... Ну, до смешного, конечно, доходит, да. Но, смотрите, вообще, конечно, не до смеха, потому что непонятно, как Украина пройдет зиму, и, ну, вот эти, опять-таки, зимний пакет, энергетический пакет, это будет очень хорошо, наверное, для новых миндичей, а может и для старых, да. Но с точки зрения того ответа, вот смотрите, вот я не могу понять логики, и тоже хочу ваши мысли услышать по поводу этого. Смотрите, нет ответа. Ну, то есть, такие громкие там заявления. Поуничтожали всю нефтепереработку. Бьем по Крыму, бьем по Москве. А ответа нет. Ну, то есть, да? Нет массированных ударов вот этих регулярных, которые... Вы знаете, самое главное, что... Тот же Лавров говорил. Опять же, я говорю неоднократно, что да, я общаюсь с некоторыми украинскими военными, да, с некоторыми высокопоставленными, некоторые даже уровня бригадных генералов. Вот. И вот, ну, не боятся они со мной общаться. Вот. Есть некоторые, которые боятся со мной общаться, чтобы кабы чего не вышло. А некоторые не боятся. Вот звонят и просто и рассказывают, что они об этом думают. И после вот подобного рода прилетов они так с горькой улыбкой, с горькой иронией
говорят, что вот сегодня так ударили по Москве, да, надо теперь как-то теперь несколько ночей проводить где-то в безопасном месте, потому что то, что они к нам пришлют, это будет страшно. И вот это вот ожидание того, что нам пришлют, это будет страшно, вот, оно как бы уже существует на уровне очень многих военных. Ну, так а почему ничего страшного не происходит сейчас? А это уже вопрос, я думаю, давайте, знаете, вот, очень бы не хотелось, чтобы это страшное произошло. Но, как говорится, не буди лихо, да. Ну, А тут у есть... нас такое впечатление, что вот только занимаемся тем, что снова дергаем тигра за усы. Наша излюбленная национальная идея – дергать тигра за усы. Ну, отсюда же, смотрите, отсюда же вот эти все россказни постоянные, что у них нечем, орешник один-одинешенек где-то там остался в России, ядерка не работает, ракеты не летят, в общем-то, железяки эти все не смертоносные, и вообще сейчас соплей перешибем. Ну, это же, нет, на самом деле на это как раз направленная пропаганда. Один из элементов пропаганды – это, скажем так, преуменьшение роли врага, выставить врага смешным, выставить врага бессильным, выставить врага колоссом на глиняных ногах. Вот на этом базируется один из элементов пропаганды. И значительная часть в это верит. Правда, потом, когда прилетает, начинают говорить, что вот несправедливость, там, что там еще, вандализм, варварство и так далее. Слушайте, ну, в общем, скажем так, поживем увидим, и вполне вероятно, что, ну вот, опять сообщают там о продвижениях в районе Константиновки, понимаете, о том, что большая часть уже все, об этом украинские военные заявляют, опять сообщают, что, ну, опять-таки, наносятся удары по Запорожью кабами, в пляж прилетело, сообщают, что очередную заправку в Сумской области, одну, вторую, на некоторых дорогах вообще нет заправок уже, ну, потому что их разбомбили. Да. То есть, это, правда, нет такого названия красивого middle strike, да, или вот эти, как бы, новомодные. Смотрите, а вообще вы слышали где-то, чтобы Украина признала, что она потеряла Покровск? Вот точно так же Украина не будет признавать, что она потеряла Константиновку. Вот. Украинская сторона заявляет о том, что мы не потеряли, мы более того, в этом году даже расширили зону нашего влияния, мы даже отвоевали у России. Вот. Покровск уже давным-давно взят русскими, и русские уже зашли за Покровск уже так. Нет, в Украине, на украинских картах Покровск наш. То же самое с Константиновкой. Вчера я смотрю просто информацию, российские войска рвутся к Константиновке. Да там уже на 70% контролируется, там 30% это были взяты полностью Россией на вчерашний день, 40% серая зона. Вот. И 30% были украинскими. Вот, так. Но нет, русские только подходят к Константиновке, если слушать те сообщения, которые в украинских СМИ. Да, ну, эвакуация с Черниговской области, это об этом я уже говорил, но опять-таки, эвакуация это же не потеря, а то, что жизни нет уже на гораздо большей территории для украинских граждан, они теряют все, бросают все, и, в общем-то, деваться некуда. Война очень многих выгнала, это уже мало кого волнует. Главное, что мы едины, и, в общем, минуту молчания, все должны остановиться, процессию пропустить, так сказать, если вдруг кто-то не дятел, да, если там не кричит ведущий похоронной процессии на тебя на Майдане Независимости. Друзья, подведем итоги нашего опроса. Значит, кто больший враг Трампу? 6% считают, что Путин, 8% Иран, 41% Зеленский и Европа и 45% что он сам.
Ну, то есть он сам. Тут разоткровенничался Нетаньяху, вот сейчас выходит и говорит, значит, я перед началом войны с Ираном, вот тогда, фактически пришел и вот так вот ему поставил его перед фактом, мы начинаем войну, а вы там уже решайте, что к чему. Очень так интересно, слушайте, выглядит Нетаньяху на фоне вот этого всего. Такой прям, ну, мощный, дерзкий, как пуля, резкий. Говорит, я поставил Трампа вот так вот его перед фактом. Ой, главное, чтобы Трамп тоже ничего не вспомнил. А то будет как с Мелани, судя по всему. Дружили-дружили, ну и, в общем, и закончили. Ну, видите ли, Трамп человек достаточно своеобразный, эгоцентричный. Вот. Ну и Нетаньяху тоже, скажем так, не подарок. Эм, Да, есть определенные моменты, там, скажем так, есть израильское лобби очень сильно, не только в Конгрессе США, но и в семье самого Трампа. Вот, и поэтому Нетаньяху уверен, что милые бронятся, только тешатся. Вот. Но в целом Израиль от этого не перестает быть самым надежным союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Да, переходим к вашим вопросам, уважаемые зрители. Всем большое спасибо, что оставляете, подписывайтесь, ну, как поддерживаете, да, и подписывайтесь в частный клуб зрителей Шелеста. Здесь ставите лайки, не забывайте, подпишитесь на Бондаренко, канал Константина Петровича, как бы, ну, практикует общение с вами, поэтому если какие-то вопросы не прозвучат, потому что вопросов действительно много, в общем-то, спасибо большое, что не обделяете вниманием и в Телеграме, и на YouTube наши подсанкционные ресурсы. Значит, вопросы. Поехали из клуба. Евгений Антонов спрашивает: Константин Петрович, а как вы оцениваете роль юмора в украинской трагедии? Сколько я не смотрел украинское ТВ, симпатии аудитории были на стороне самого-самого острослова, который самый серьезный вопрос всегда в шутку превратить умел. Да и вы много раз говорили, что Бандера символом выбрал был ради троллинга. Шутники все знатные. Ну, видите ли, ради троллинга... Там троллинг был специфический. Там спецслужбы, советские спецслужбы попросту считали, что имя, фамилия Бандера как нельзя лучше подходит, так именно звучная такая, для того, чтобы очертить все движение. Там, значит, Бандера, банда, бандиты и так далее. Вот это использовали. Хотя этимология фамилии абсолютно другая. Бандера, флаг. И, соответственно, там соответственно, уже в Украине начали троллить Россию. Вам не нравится наш Бандера, так мы сейчас его, наоборот, поднимем на знамена. Вот. Это был такой двойной троллинг. Что касается юмористов. Ну, юмористы не только в Украине. Я знаю, в Словении, в Сербии юмористы достаточно успешно приходили. Один из них становился премьер-министром. Один едва ли не прошел парламент в Скупщину Сербии. В Латинской Америке юмористы приходили к власти. Так что Украина не одна в этом отношении. Другой вопрос именно о качестве политики, о том, насколько люди, которые приходят из шоу-бизнеса в политику, насколько они готовы к политической деятельности. И существует очень большая как раз опасность, что они могут подпасть под чужое влияние каких-то внешних сил. Вот это как раз неподготовленные люди, которые приходят с улицы в президентское кресло, становятся марионетками очень скоро. Анна, Константин Петрович, вопрос про Венгрию. Страна ведет себя очень независимо и достойно. Она будто такой обедневший аристократ среди лавочников и купцов. Не в удобной позиции жертвы поберушки. Откуда такой вайб? От Австро-Венгерской империи? Да нет, Австро-Венгерская империя тоже имела большие проблемы с Венгрией. Австрия в свое время имела проблемы и во времена Марии Терезии, и во времена Франца Иосифа, да и Венгерская революция 1848-49 года. Если бы Франц Иосиф не пригласил Николая I, российского императора, чтобы тот помог подавить Венгерскую революцию, кто знает, как бы зашли дела. И, соответственно, если мы посмотрим на эти имена выдающихся венгров,
Вот, тот же Ракочи, тот же Эстерхази и так далее. То есть все эти венгерские аристократические семьи, а дальше, соответственно, и венгерские руководители и в коммунистические времена. Янош Кадр, например, он был очень даже независимым человеком, вел очень независимую политику в Венгрии. Они всегда демонстрировали собственные интересы, они ставили собственные интересы выше там, интересов других народов и никогда не давали себе наплевать в борщ, что называется, Это и да. в гуляш. Ну все, срочно. Да. Во всех новостях, во всех лентах Зеленский выходит и говорит, что ретрансляторы прекратили работу. Представляете? Все, отменяется война с Белоруссией. В общем, Лукашенко прогнулся под такого мощного политика Владимира Зеленского. Тут вопрос, а были ли ретрансляторы, работали ли они, или это надо было Зеленскому для того, чтобы вот именно выйти и сказать вот эту фразу, вот, «Волобуя, вот твой меч». Все, с 22 июня, между прочим, прекратили работать, Зеленский добавил. Представляете? Да. С 22-го Страшно. прям. Испугались. Ой, да, ну, может, хоть немножко выпустят пары, на этом будет, как бы, на этом Но спасибо. зато, ну это, понимаете, Зеленский человек, который соткан из пиара. Вот. Он артист. И он умеет просто создавать шоу. Возможно, эти ретрансляторы даже не работали, скажем. Или, возможно, они не работали длительное время. Возможно, они там не работали не с 22 июня. Мы же не знаем этого. Рядовой потребитель информации либо верит, либо не верит на слово. Другой информации нет. Поэтому Зеленский вот просто вышел и сказал, мы победили Беларусь. Все, Беларусь капитулировала. Ну все, победили ретрансляторная. Первая ретрансляторная война, понимаете, закончилась, не начавшись. Сообщество YouTube, отсюда вопросы. Добрый вечер, Саша, Кость Петрович. Вопрос к уважаемому гостю. Кость Петрович неоднократно встречал мнение, что Россия — это колония и прокси Великобритании. Если это так, то почему идет война между Россией и Украиной, которую также называют колонией и прокси бритов? В чем смысл и выгода для старушки Британии стравливать между собой две своих колонии в данном случае? Спасибо за ответ. Всем всего доброго. Вы знаете, если бы было все так просто, то не было бы этой войны. По большому счету, это война за ресурсы. Это не война между Украиной и Россией. Это война транснациональных корпораций, в первую очередь британских, в том числе британских определенных корпораций, за российские ресурсы. Если бы они имели к ним доступ, то зачем было бы ослаблять через Украину ту же Россию? Что же касается этой версии, я ее слышал неоднократно. У меня несколько есть знакомых, которые являются такими конспирологами, которые мне уже несколько раз присылали там статьи на темы «Россия на самом деле является колонией Британии, полностью управляется Британией». У меня где-то даже здесь книга есть в моей библиотеке, там «Путин и Ротшильды» называется. Так что веселая книга, честно скажу. Поэтому это не новая тема. Угу. Михаил пишет: Александр Константин Петрович, вопрос такой. Украина войну проиграла, ее ждет капитуляция. Экономики нет, рабочих почти нет, калеки, пенсионеры по большей части. В России население в 7 раз больше. Получается, что в каждую русскую семью дадут по украинцу на обеспечение, которого днем нужно будет кормить, а вечером слушать кричалки про москаляку. А зачем это русским? Ну, я бы не сказал, что в 7 раз больше, потому что мы не знаем реальной численности украинцев, которые есть в Украине. Это если мы исходим из того, что украинцев там 20 миллионов, как кто-то говорит, да, тогда их там 22 миллиона были цифры такие. Вот. Но они же ничем не подтверждены пока что. Тогда можно говорить про в 7 раз, значит, большее количество населения. Но это первый момент. Второй момент. А кто сказал, что украинцев дадут там на баланс России? Самое страшное для Украины – это то, что она после войны окажется с закрытыми границами со стороны России и с закрытыми границами со стороны Европы. В Европе уже поднимают вопрос о том, что надо перекрывать границы. Надо отменять безвизовый режим с Украиной.
Вот. И тогда действительно будет очень и очень страшно для Украины с разрушенной экономикой и прочее. Если говорить про проигрыш, а Европа не собирается признавать этот проигрыш. Европа дальше нацелена на то, что вы должны еще 2-3 года воевать. Это их позиция. Это их позиция. Европейцы, европейские как действующие, так и основные политики, дипломаты, там, эксперты, они об этом абсолютно не стесняясь говорят во время частных разговоров, да, иногда даже не во время частных. Говорят, Украине стоит повоевать еще 2-3 года. Мы дадим денег, дадим техники, будем обеспечивать все. А от Украины только люди. Вот, людей. Но людей им не жалко. Люди для них, украинцы для них это проблема. Ну вот, А знаете, так, люди вот вообще задумываются над происходящим. Вот пишет пользователь. В исторических романах читал, чтобы забрать землю врага, нужно истребить 3/4 населения. Чтобы забрать население как союзника, нужно истребить четверть. Население Украины уменьшилось на 50% с 91 года, то есть война будет, пока население не уменьшится еще на четверть. Вопрос, откуда черпать народу силу на восстановление через религию, через церковь, а церковь ее разделили, через общую историю, так как выкапывают кости мертвецов, чтобы делить живых. У северного соседа с этим все в порядке. На западе вы наследники Петра I, Екатерины Великой, а на востоке вы наследники Орды. Не кажется ли вам, что это работа историков и философов создать концепцию украинца? Кто он, украинец, и для чего живет? да, действительно, задача историков создать концепцию. Дело в том, что те концепции, которые создавались на протяжении последних 30 лет, они не работали именно на Украину. Они старались либо показать, что Украина – это не Россия, вот, что вообще с Россией ее ничего не связывало, либо же показать, что Украина является частью Европы. И естественным состоянием Украины будет вхождение и ассимиляция внутри Европы. Вот, так что, по большому счету, именно концепции, собственно, Украины не было. И это, да, действительно задача украинских историков. Рассказать честную историю, да. Здесь вот было сотрудничество, была совместная жизнь, совместные моменты, связанные с Россией, совместные победы, совместные достижения. Здесь вот, да, действительно были какие-то моменты, которые связаны были с общеевропейской историей. То есть, да, это судьба любого пограничья. Вопрос Константину Петровичу. Не кажется ли вам, что каким-то планом Зеленского дать России поближе подойти к Краматорску-Славянску дружковке, чтобы на противоходе нанести удар? Вместо привычных наименований сел будут руины, россиянам негде будет закрепиться, тем более удерживать, учитывая количество потерь. Спасибо. Да. Ну, то есть вы подозреваете, что Зеленский хочет поступить как Кутузов, да? Или там заманить русских, пусть подойдут поближе, а потом дальше создадим для них выжженное поле, по которому придется отступать. Да? Нет, так я думаю, что с такой тактикой можно так россиянам подойти поближе к Львову, например. Вот, и потом дать уже бой. Ну, знаете, на самом деле я думаю, что нету никакого плана, нету никакого замысла, нету никакой стратегии в этом плане, а есть попросту тушение пожара на флангах. Угу. Ну, интересуются все как сюзерены Зеленского с ним поступят, согласно историям подобных правителей за последних лет 50. Как вы полагаете? Ну, там разная история. Кому-то давали роскошную виллу и возможность дожить до глубокой старости, а кто-то вдруг неудачно выходил на яхте в море, либо же не на тот самолет брал билет. Удивляется пользователь, наш зритель, говорит, вот Зеленский неоднократно говорил, что готов к встрече с Путиным в нейтральной стране. Путин, говорит, ждет в Москве. А почему не могут просто организовать обычный телефонный звонок? Ведь даже на нем в теории можно было о чем-то договориться, там, перемирие, прекращение огня, или там перезагрузить переговоры между контактными группами. Потому что Зеленскому не нужна встреча Путина ради конкретного результата. Ему необходимо шоу. Ему необходима встреча с Путиным, чтобы он там плюнул на Путина, там, покривлялся над ним, там еще что-то. Условно говоря, Путин это знает. Абсолютно. Потому что мирные договора готовятся не президентами. Есть специальные посланники, которых уполномачивают вести переговоры, которые встречаются, их имена даже не называются. Эти посланники
встречаются сначала действительно на нейтральной территории, обсуждают те или иные вопросы, рамки, где могут быть какие-то точки соприкосновения. Потом официальная рабочая делегация, которая распредмечивает все эти договоренности, пытаются расширить, найти компромисс этих договоренностей. Потом присылаются уже конкретные исполнители, которым предстоит исполнять этот договор, которые подсчитывают конкретику, сколько это будет стоить, сколько необходимо вложить, сколько необходимо будет изыскать средств, ресурсов и так далее для того, чтобы все это заработало. И только когда полностью все эти договорные базы готовы, тогда встречаются президенты, жмут друг другу руки, ставят подписи и расходятся. Все. Но не бывает так, чтобы президенты встречались и брали на себя ту работу, которую должны провести совершенно другие люди. Это в случае, если готовится компромиссный, взаимоуважительный договор. Но сейчас же обе стороны нацелены на то, что это должен быть определенный акт капитуляции противника. Украина верит, что капитулирует Путин, Путин верит, что капитулирует Зеленский. Переходим в чат. Из чата вот такой вопрос, значит, от пользователя Гурова. Значит, Константин Петрович, скажите, пожалуйста, как лично вы видите окончание войны? Исключаем сразу. Первое — прекращение огня, второе — отвод войск и так далее. Меня интересует, что дальше? Что дальше? Видите ли, все будет зависеть от того, какие будут мирные договоренности, что будет лежать в основе этих мирных договоренностей. Если в основе этих мирных договоренностей будет лежать определенная некая формула, которая будет изначально восприниматься как временная, например, Украина подписывает договор, согласно которому территории признаются украинскими, но Украина оставляет за собой право не признавать эту принадлежность, а будет их оспаривать в международных судах и в других международных инстанциях. То есть это уже признак временности. Соответственно, этот договор просто может породить новую войну. Но в целом сам договор нужен для того, чтобы остановились боевые действия, для того, чтобы начались контакты между гражданами, для того, чтобы были восстановлены дипломатические и консульские отношения, для того, чтобы заработал бизнес, экономика между двумя странами. А все остальное потом восстановится. 10, 15, 20 лет, и все заработает. Значит, дальше переходим к вопросу. Саша, спросите Бондаренко, Беларусь после войны границу Украине откроет? Беларусь неоднократно уже говорила о том, что с ее стороны не будет проблем. Пока что выехать в Беларусь проблема. Но если украинец, например, из Европы въезжает в Беларусь, ему не ставят никаких преград, насколько я знаю. У меня просто несколько знакомых уже бывали в Беларуси, граждане Украины. Так, продолжаем. Значит, связан ли наплыв именно индусов с тем, что Индия бывшая, может и нынешняя колония Британии, спрашивает пользователь. Вы знаете, на самом деле я бы не стал переоценивать наплыв индусов. Они есть, да, они едут. Но дело в том, что Украина пока что не может предложить им те условия труда, на которые они могли бы рассчитывать. И тот уровень безопасности, который они хотели бы иметь. Сегодня нет критической массы индусов. Это не значит, что завтра их не будет. Но вопрос как раз состоит в том, что это не значит, что там британцы звонят своим агентам в бывшей колонии, говорят, пришлите нам 2 эшелона индусов в Украину. Конечно же, такого нет. Просто ищут те регионы, где население достаточно бедное, и где готовы ехать. Это касается не столько Индии даже, хотя и говорят про индусов, но это так. Речь идет о Бангладеш, речь идет о Непале, речь идет о Пакистане частично. Да, есть из Индии некоторые ездят, но именно катастрофического массового наплыва в Украину пока нет. Так, значит, вот такой вопрос. Как собираются в перспективе договариваться США и Россия по разным вопросам мира? Украине, Ирану, Кубе и другие, имея такую негативную репутацию по несоблюдению достигнутых ранее договоренностей, Сергей интересуется.
Но дело в том, что главный вопрос – это не то, что как заставить Украину выполнить те или иные договоренности. Тут речь идет о том, что Россия и Соединенные Штаты ищут сегодня именно те рычаги, которые заставили бы Европу признать их позицию, их договоренности. В прошлом году в Анкоридже собрались, поговорили, вроде бы договорились. Приезжают, говорят, мы вот 28 пунктов, мы согласовали. Европейцы собираются, говорят, а мы вот из 28 пунктов сделали 20, 8 мы не принимаем. И всюду начали кричать про 20 пунктов, Зеленский вообще про 19. Вот. И как можно в таком случае всерьез рассматривать анкориджские договоренности, если европейцы их попросту на корню отвергли изначально? Интересуется Ирина, так что это было с ретрансляторами? Блеф? Син Цзиньпин, что ли, позвонил? Или что, чего-то испугались? Да нет, я думаю, что в данной ситуации изначально это было некой игрой. И что это за игра, мы увидим только по истечении определенного времени. Андрей Голосной спрашивает. Россия регулярно говорит, что есть коллективный Запад и глубинное государство на Западе, но ведь у каждого есть фамилия. Почему не озвучивают их официальные лица? Точечно с этими лицами не борются. Ну, потому что эти лица обычно не привязаны, не имеют привязки к конкретным государствам. А так их называют, да, конечно, есть даже целые карты этих глобальных элит, как они между собой взаимодействуют, на какие структуры имеют влияние, на какие государства имеют влияние. Это можно погуглить, это не секретная информация. Здравствуйте. А как можно было так изощряться в стране, что из нее выехавшие люди буквально за пару лет абсолютно другими людьми становятся и часто ничего больше не хотят слышать про Украину за границей? Спасибо. Это касается не только Украины. Это касается не только Украины. В каждой стране есть те люди, которые, выезжая из страны, потом не хотят ничего слышать о своей родине. Но такие в меньшинстве. Угу. Знает ли Кость историка Спицына? Смотрела передачу об истории Украины, у людей возникло много. Ну да, Александр, возможно ли сделать эфир Спицына и Бондаренко за чистоту фактов? Лично не знаком. Мне посоветовали его, я посмотрел его материалы. Интересно, честно скажу. Угу. Одесская епархия УПЦ была самая патриотическая. Там даже дьяк в соборе публично проклинал патриарха, народ и детей, а вчера отжали храм. Получается, что показной патриотизм уже не работает? Нет, не работает. И дело в том, что об этом, я не хочу говорить некоторым почтенным людям, почтенным старцам, заниматься морализаторством, но, знаете, еще 2 года назад или 3 года назад было понятно, что попытками, скажем, перекраситься или же петь осанну Зеленскому, ситуацию изменить будет очень-очень сложно. Зеленский не тот человек, и власть его не базируется на каких-то принципах, которые признают какую-то благодарность или же какую-то благосклонность к тем, кто пытаются склонить перед ним голову. А через какое время возможна нормализация отношений между гражданами России и Украины на бытовом уровне, спрашивает пользователь. На бытовом уровне очень скоро. Я знаю, что есть большое количество граждан, которые до сих пор не имеют какого-то негатива друг к другу. Это и в Украине, и в России. Есть очень большое количество людей, которые считают, что не должны нести простые граждане, простые люди ответственность за действия Зеленского либо Путина или политиков. Есть большое количество тех, которые дальше продолжают поддерживать отношения со своими друзьями, родственниками в России или в Украине. Вот. Я, например, на протяжении войны со своими друзьями, с которыми я дружил до этого, я поддерживаю отношения, я этого не скрываю. И когда я был в Киеве, и сейчас, тем более, что они не занимают какие-то должности, это простые люди, это, скажем так, политологи, историки и прочее, то есть интеллигенция.
Вот. Что касается того, когда начнутся какие-то более тесные отношения, я уже не раз говорил, первыми ну, после того, как возобновятся контакты на бытовом уровне, начнут первыми как раз представители бизнеса сотрудничать. Бизнес всегда прокладывает дорогу в таких случаях. Значит, народ Украины имеет влияние на Зеленского, спрашивает Михаил Богданов. Нет, нет. Народ Украины не имеет влияния на Зеленского. Зеленского не интересует мнение народа Украины. Зеленского не интересует, что думает о нем народ Украины. И более того, Зеленский, он человек, который с пренебрежением относится к народу Украины. Его интересуют те аплодисменты, которые звучат в больших европейских, американских и прочих театрах, на больших площадках. А украинская сцена его абсолютно не интересует. Вопрос. Как вы думаете, кому из украинских министров нагадали по анусу пару дней назад странной походки? Я не знаю, я не знаю. Мне ни один министр не звонил и спрашивал, как думаешь, пойти к Маше Тихо или нет? И денег ей еще дать. Да, и сколько ей заплатить? Это да. Один веселый одесский эксперт сказал, что русским нужно соглашаться на условия «стоим, где стоим», а то будут новые условия границы 91 года. Почему сейчас их не требуют? Чего ждать? Так, Зеленский постоянно требует границы 91 года. Зеленский постоянно требует границы 91 года. Но вот тут хуже будет, если Путин потребует границы 91 года. Угу. Я имею в виду границы СССР 91 года. Да. Друзья, всем большое спасибо за сегодняшний разговор. Всем большое спасибо за то, что побывали на нашем стриме. Константин Петрович, благодарю вас за время и мысли. Спасибо большое и до новых встреч. До новых встреч, друзья. Берегите себя, несмотря ни на что. Всем желаю.